Привет всем! Сегодня у нас кот Вилли и сад. Комментировать мы будем вдвоем с Ириной, потому что это ее вотчина. Я как бы всегда не очень правильно называю растения и все прочее, поэтому позвал ее на помощь. Начнем мы, разумеется, с котика Вилли, чтобы не томить. Кота Вилли обязательно посмотрю. Итак, мы идем по его следам. Поздоровайся, пожалуйста, со зрителями. Привет. Привет. Громче можно говорить. Это у тебя листва, да? Ну, в этом году был карантин, поэтому обычно вот эти вот отходы садовые мы отвозили на, как это называется? На депо, скажем. На депо, да. Вот. А в этом году все было закрыто, и я их как бы составила. Ну, в итоге-то я их все равно вывезли. Да, позже потом. Ну, еще живая изгородь, смотри, еще. Это да, съемки, это наверное, начала апреля. Начало апреля, еще все еще. И вот кот медленно по бордюру, он направляется на крышу. Это он с утра позавтракал и направляется почивать. У него такой предобеденный сон. А это у него тайный сад, да? Да, это Secret Garden котика. Ну, пока тут еще листьев нет, оно еще такое все просматривается. А когда уже все будет позеленеть, там у него будет очень так. У него тут наблюдательный укромное пункт. место, у него укромное место. Он там... Да, потому что за этим забором уже дорога, там люди ходят, иногда собак да, водят, там все. люди. И вот он тут спрятанный в растениях, за всем этим. Да, он может за всем этим следить, наблюдать и сам оставаться в тени. Вот. Вот. И сейчас вот будет забираться наверх. Это все делается с толком, с расстановкой. Потом ты расскажешь у нас, что это за растение. Ну, что ты видишь тут? А здесь уже вот малина зазеленела. Я когда-то посадила сюда два этих самых, как их называется, кустика. И вот она начала распространяться бесконтрольно. И, в общем... Ну, я, например, не против, чтобы малина распространялась бесконтрольно. Ну, да. И потом ягодами нам завалила нас, да? Ну, нет, наверное, не завалит. Ну, почему же не завалит? Ну, это уже персик начинает цвести. Ну, не персик, это нектарин. Нектарин, да, это нектарин. Он такой у нас маленький, низкий. Вот. И он начинает цвести рано, потом похолодало, и часть этих цветочков как бы не стала плодами. Нет, ну в этом году-то вроде должно быть. Есть, в этом году но не било очень много. морозом. Да. Ну, там нет, как раз на период цветения как раз пришлось какое-то похолодание, и часть цветочков, оно как бы опала. Так что урожай. Ну ладно, посмотрим, как это по осени там посчитаем. на чуть-чуть там подальше там. Что там было? Инжир, который Инжир. я посадила, и он у меня 2 года вымерзал, верхняя часть полностью вымерзала. Вот, а потом снова с нуля отрастала. А в прошлом году оно не вымерзло, и теперь у меня образовался какой-то огромный куст. Вот. И мы будем с инжиром. Видимо, да. Ну ты его любишь. Если он созреет. Ну посмотрим. Кот в лучах рассветного солнца. Да, это рассвет с той стороны, с востока как раз на него Да. светит. И вот он идет под вот этим прибором, теплообменником. И сейчас будет, он разрешение на эту съемку не давал, я, так сказать, снимал скрытой камерой. Как ты мог? Да, вот сейчас ракурс будет. Ну так, он туда забирается под крышу, и там уже он спит, они там спят. Так, ну это вот только вот Первый весна, цветок. это первые нарциссы. Вот, и... На фоне столбика и кустика. Ну да. Так это у тебя вот эта сосна карликовая, да? Это не сосна, Кедр. это кедр. Кедр. Да. Это кедр. Вот опять вот. Ладно, Да. это на фоне карликового кедра. Да, это Но специально. они уже отцвели, они самые первые появились и такие красивые были, Нет, конечно. почему? Вот это еще бутоны, там наоборот, они только Не, только ну в смысле, зацветают. они сейчас уже отцвели, а были они самые давно. первые были, конечно. Да, давно. Ну, это часть к озеру, которая... Тут все на самом деле позже расцветает. Ну тут похолоднее Потому и что- солнце поменьше, да? Ну, и солнце меньше, и от озера все-таки прохладно. Вот это уже не расцвели. Это опять персик. Нектарин. Нектарин, который довольно облезлый Ну почему облезлый? выглядит. Не, ну он на самом деле он вызревает и в готовом виде он довольно вкусный.
Это ирисы, да? Это, да, ирисы, которые мне как это достались, ну, я не покупала их какой-то конкретный сорт, мне просто их вот так вот посадили, и они на самом деле такого низенькие, такие вот. Карликовые ирисы. Ну, они не карликовые, но они какие-то А это что там низкорослые. желтое было, цветочек? Это вот я нашла название российское, на российском это называется гравилат гибридный Бориса. Вот. Бориса. А это вот у тебя? Ну, это сосна, она уже пошла в рост. Вот эти вот, это, А там что такое было на капусту маленькую похоже? ну, это седум. Седум? Да, седум. Господи. Ну, очиток еще Ладно. называется. Это у нас японская яблоня, да? Нет, это не японская яблоня. Ну почему не японская? Она же карликовая. Она не карликовая. Она маленькая какая-то. Нет, она просто, если ей дать возможность расти, то она будет как это нормального роста. Она просто была так сформирована, что А ей... ты ей не даешь возможности нормально расти. Ну давай вырастим 5-метровую яблоню, и будет ствол, а наверху будут эти цветочки. И кота будем посылать за яблоками, да? Ну да, вот она в этом году, в прошлом году, у нее, видимо, периоды, в прошлом году мало было цветов и яблочек, а в этом году много, видимо, через год она плодоносит. И мы ожидаем такого урожая, это будут маленькие такие яблочки. Ну да, мы из них компот получается, делали, да, в Может быть, прошлом году? варенье, ну варенье, наверное. Ну, это не ранетки, но это вот типа ранеток что-то. Как это, я не знаю сейчас. Ну, по виду это ранетки, как в Караганде продавали ранетки, там на яблоки самом деле нормальные не нет, очень. Нет, ранетки, они такие сладкие, вкусные, а эти кислые-кислые. Ну, компот хорошо из кислого. Да, но это не ранетки. Только эрзац ранетки такие. Вот. И пчелы. Тут видно, если присмотреться, то летают пчелы. Да, пчел много Пчел много. То есть тут в районе мед. Но эта съемка как бы слишком ранняя весна, и практически еще ничего нет. То есть даже вот листьев на зеленой изгороди, даже листьев нет зеленых. Ну да, сейчас уже все в листве. Сейчас уже все по-другому. Вот. Ну вот я старался весну схватить. Самую раннюю весну. Ну, просто Нет, ну в этом году хорошо, что обошлось без заморозка. Такого без серьезного заморозка, который обычно вот как каждый год, да, смотрим и черешня как даже черешня как это много. не заморозок, обычно бывает снегопад, вот где-то так, когда вот начинают цвести все вот эти вот Ну да, случается плодовые и там вишни, черешни всякие, и случается снегопад, и от этого каждый год, ну не каждый год, страдают вот эти вот фермеры или не фермеры, как они там, которые выращивают все это. Ну да, садоводы. Садоводы, да, скорее, не садоводы. А в этом году обошлось без. Да, в этом году... Я помню, в Караганде там всегда вот с 1 по 9 мая, вот в этот период, уже все деревья с листьями, и выпадал снег. И Да. это ветки все обломанные лежат. Да, но это была, как это, у дачников была эта проблема, потому что высаживать У дачника в саду, тоже помидоры да, там все это. помидоры, но они позже высаживали обычно в конце. Так, у тебя есть еще шанс сказать про этот Про персик? тайный сад. Нет, про тайный сад. Ты говорила, что там в углу у тебя там Secret спрятан. Garden. Инжир, да, инжир. Инжир там вырос, его не видно, ты его не заснял, но там вырос огромнейший куст. А у и теперь тебя даже не тыква знаю. здесь была или нет? Да, тыква у меня была здесь. Обязательно посмотрю. Вот смотрите, этот фильм на канале уже довольно давно, это съемки прошлого года. Кто не видел, обязательно посмотрите. То есть это в горах, это Каринтия. В горах есть плотина, водохранилище, гидроэлектростанция. И места просто фантастически красивые. Ну, вы видите сами, там будут и водопады, просто огромное количество водопадов. Наверху красивейшая плотина, снизу город это Гмюнд. Он такой тоже, ну, очень красивый, автентичный такой городок. И природа просто невероятная. Вот смотрите, вот такой водопад, это называется падающий ручей. Вот. И вот водопадов там просто идешь, такая долина Мальтаталь, это долина водопадов. Вот. Коровы пасутся, там пастораль абсолютный. Вот. И наверху находится вот эта самая плотина. Само по себе сооружение очень такое, ну, масштабное, и там можно хорошо погулять. То есть там все сделано для того, чтобы привлекать туристов. Вот. И поднявшись туда, вы можете вот по самой плотине погулять. Вот это посетительский центр. Вот, по самой плотине, смотрите, ходят люди. То есть ты там можешь погулять. И там сейчас будет поближе есть смотровая площадка, такая, ну, не для слабонервных. Вот видите,
То есть выходишь на нее, это висит над пропастью, пол стеклянный, и ты оттуда смотришь вниз и смотришь вот на всю эту красоту. Вот этот ролик есть на канале. Вот смотрите, это со смотровой площадки, которая вот над пропастью. Так что я ссылку поставлю в описании видео. Обязательно посмотрите, кто не видел. Но это из серии про природу Австрии. Опять тот же самый персик. Да, опять тот же самый персик. А на этом мы завершаем. Ирина, спасибо, что ты согласилась помочь мне в озвучке этого ролика. Тут Скажи, до свидания. До свидания. До свидания. Если фильм вам понравился, поставьте лайк. Кликните котика, откроется окошко подписки. Подпишитесь на канал, включите уведомления. Будьте здоровы, будьте счастливы и успехов вам!